Добро пожаловать на аккаунт вязания крючком. Меня зовут Анастасия Зайцева. Сегодня я покажу, как связать объемные большие бусы. Ношу я их вот так, сейчас видите на экране, с однотонным платьем и с трикотажной сумочкой. В тон этой трикотажной сумочки я связала такие трикотажные бусы, собственно, из той же самой пряжи, что и связала сумочку. Как связать такую сумочку, есть мастер-класс, ссылку оставлю в описании к этому видео. Из остатков пряжи от вязания сумочки остается трикотажная пряжа. И из нее же я и вяжу в комплект к сумочке трикотажные бусы. Модный, трендовый сейчас аксессуар. Вяжутся они очень просто, быстро. Нам понадобится трикотажная пряжа, крючок, у меня номер 10, фирмы Гамма. Фирму можно взять любую, такую, какая вам удобна. Ножницы, ну и сантиметровая лента, чтобы измерить, какая длина нам нужна этих бус. Да? Я буду давать размеры на мою длину бус. Бусы можно сделать длиннее или короче. В свободном состоянии 43 сантиметра. Все бусы. У меня бусы состоят из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 условных бусин. Да? И цепочки воздушных петель. Каждая такая бусина, она объемная, примерно 4 сантиметра. Бусинка получается. Расстояние между бусинами у меня 3 сантиметра при моей плотности вязания. Если взять крючок потоньше, то будет расстояние поменьше. Если у вас плотность вязания более тугая, то тоже будут петельки более плотные и расстояние более маленькое. Тут все индивидуально. Трикотажная пряжа у меня лицевой нарезки. Здесь правая сторона лицевая, а внутренняя сторона изнаночная. Трикотажную пряжу можно взять любую, такую, какая вам больше всего нравится. Итак, начинаем вязать бусы. Делаем первую петлю на крючке, делаем любым удобным для вас способом. Я делаю обычно вот таким способом. Хвостик оставляем, и мы его потом спрячем. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 воздушных петель с трикотажной пряжи. У меня по длине получилось 12 сантиметров. Дальше это как раз вот эта цепочка до вывязывания бусины, так называемой. Начинаем вывязывать бусину. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. И в третью петлю от крючка 1, 2, 3 мы вводим крючок и вытягиваем рабочую нить на длину этих воздушных петель. Один раз сделали, еще накид, снова вводим крючок в эту же петельку и вытягиваем второй раз, делаем накид, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить. Третий раз у нас получается такой пышный столбик с 3 накидами. Дальше рабочую нить захватываем, протягиваем через все петли на крючке и делаем воздушную петлю. Вот у нас связана наша первая бусинка. Дальше вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 1, 2, 3. В третью петлю от крючка делаем накид и вводим крючок, вытягивая рабочую нить. Один накид сделали, делаем второй накид, вторую протяжку, вытягиваем аккуратно, третий накид и третий раз вытягиваем рабочую нить. Захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке. Захватываем рабочую нить, провязываем
воздушную петлю. Вот у нас получилась вторая условная бусинка, да? Между бусинками получилось расстояние. И вот так можно связать любое количество бусин, которое вам необходимо до вашей длины. Я свяжу 9, да, то есть дальше я прям вяжу 5 воздушных петель опять. 1, 2, 3, 4, 5. И в третью петельку от крючка делаю накид и ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить. Второй накид, опять в эту же петельку ввожу крючок, вытягиваю. Третий накид и опять в эту же петельку ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить. Захватываю рабочую нить и провязываю воздушную петлю. Вот у меня третья бусинка получилась. И так я свяжу 9 бусин. Вы вяжите то количество бусин, которое вам необходимо для вашей длины. Вот я связала 9 бусин. И теперь вяжу 10 воздушных петель, для того, чтобы это было симметрично вот этой цепочке в начале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь я соединяю цепочку начала с окончанием цепочки. Да, у меня одна бусинка получается посередине, и тут 4 пары. Я ввожу крючок в первую петельку и соединительной петелькой соединяю. Делаю еще одну воздушную петлю, вытягиваю ниточку на несколько сантиметров и отрезаю рабочую нить. Поплотнее затягиваю. И теперь эти ниточки я просто прячу в цепочке воздушных петель. Вот так протягивая. Ниточку, да, вот так вот трикотажную беру и внутрь ее прячу. Вот так прям до самого завершения. Этой ниточки как раз у меня получается до бусины. И вот так у меня ниточка спрятана. Точно так же я делаю и с другой стороны. Вот нитки спрятаны, и у меня получились вот такие красивые бусы. Благодарю за то, что смотрите мои мастер-классы. Мне всегда очень приятно, что мои видео полезны. Также отдельное спасибо за комментарии, которые вы оставляете. Мне всегда очень важна ваша обратная связь. Особенно ценно, когда вы присылаете мне личные сообщения в соцсетях, фотографии своих работ, связанных по моим мастер-классам. Благодарю и до новых встреч. Пока-пока.